Circles in the Sand, круги на песке. Именно так называется эта великолепная композиция Белинды Карлайл, певицы, обладающей несомненным творческим долголетием. Шоу-бизнес действительно очень и очень коварная вещь, и люди, которым удается продержаться в нем на плаву хотя бы десяток лет, уже заслуживают огромнейшего уважения. Но человек, о котором мы сейчас с вами поговорим, поистине уникален, ибо этот певец находится на вершине музыкального Олимпа вот уже целых 25 лет. Да-да, вы не ослышались, именно 25, потому что речь идет об Элтоне Джоне. Элтон Джон, настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт, родился вундеркиндом. В 4 года он начал играть на рояле, а школьную учебу ему пришлось совмещать с выступлениями в клубах. В 18 лет музыка стала его профессией. Первая группа Элтона Джона называлась Blues Lodge. Тогда же певец придумал себе псевдоним, так как его собственное имя, Реджинальд Дуайт, ему очень не нравилось. По звучанию оно весьма напоминало английское «дуат» – «карлик». А если учесть, что Элтон Джон никогда не отличался высоким ростом и могучим телосложением, то получалось очень и очень обидно. Именно в тот период Элтон Джон встретил свою судьбу – поэта-песенника по имени Берни Топпин. И с этого момента карьера Элтона Джона как музыканта понеслась в заоблачную высь. Первый успех пришел к Элтону Джону с выходом второго альбома, куда была включена композиция, называвшаяся весьма и весьма просто «Your Song» – «Твоя песня». Именно эта песня попала в английские и американские национальные хит-парады и тем самым принесла Элтону Джону первый успех. С тех пор каждый год регулярно какая-нибудь одна, а то и две баллады Элтона Джона обязательно и неизменно попадают в списки самых раскупаемых пластинок. На сегодняшний день у него их уже 200 миллионов экземпляров. Цифра поистине фантастическая. Но при всем его ошеломляющем успехе во всем мире, личная жизнь Элтона Джона, как это часто бывает с великими людьми, оставляет желать лучшего. Еще в 1974 году в интервью журналу Rolling Stone Элтон Джон признался в своей бисексуальности и возникавших в связи с этим проблемами с женщинами. Однако спустя 10 лет Элтон Джон все-таки решился пожить немного семейной жизнью. Его избранницей стала инженер звукозаписи из Австралии Рената Бауэр. «Я очень надеялся, что этот брак изменит мою жизнь», — вспоминает Элтон Джон. «Я даже снял дом во Франции и не взял туда ничего из моего прошлого». Но надеждам Элтона Джона не суждено было сбыться, и брак закончился через 3 года, в течение которых Элтон Джон понял, что никакой он не бисексуал, а настоящий гей, и с тех пор женщины перестали его интересовать. Впрочем, вернемся к разговору о творчестве. Совсем недавно Элтон Джон выпустил новый альбом под названием Made in England, сделано в Англии. Этот диск уже был признан критиками лучшей работой певца за последние десятилетия. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию видеоклип на одну из самых красивых композиций легендарного английского поп-певца Элтона Джона на балладу под названием I Believe. Я верю. Итак, Элтон Джон.